Старенький вертолет воздушных сил Украины Ми-24 преследует и уничтожает российско-иранский шахед пулеметным огнем в украинском небе. Еще один зафиксированный на видео эффективный способ борьбы с тяжелыми БПЛА камикадзе противника. Смотрите до конца, там будут размеры шахеда. Все. А на этом видео размеры шахеда, сбитого во время одной из последних атак российских террористов, в сравнении с одноэтажным частным домом. Это еще один отбитый механизированный штурм коричневой нацистской орды на позиции 46-й аэромобильной бригады ВСУ. В штурме брали участие 7 танков и 11 боевых машин пехоты. В результате боевой работы было утилизировано 2 танка и 5 БМП. Еще 2 российских танка были повреждены и отошли на более выгодные позиции, то есть удрали с поля боя. Что касается 28 представителей двуногой кремлевской мерзости, участвующих в данной атаке, то про их дальнейшую судьбу знает только директор завода «Лада АвтоВАЗ». Смотрите до конца. Потерь в вооруженных силах России нет. Силы обороны Украины продолжают чистить нашу землю от кремлевско-фашистской нечисти. Так бойцы 45-й бригады обнаружили и совместно с ракетчиками утилизировали до стадии «Пепел» российский комплекс РЭП «Синица». Это милое украинскому сердцу событие произошло на Торецком направлении. Заявлено, что данная станция может подавлять сотовые и транные сети, работающие как на фиксированных частотах, так и в режиме программной перестройки рабочей частоты. Уничтожение таких станций позволит украинским авиационным средствам более эффективно работать. Молодцы ВСУ! Не забывайте постоянно помогать нашим героическим силам обороны, которые дают отпор кремлевско-фашистской нечисти. Силы обороны Украины продолжают утилизировать кремлевско-фашистскую нечисть. Это Курская область. Работает наш 103-й батальон территориальной обороны. После эффектной, адской прожарки, вражеские бронемашины, одна за одной, дают яркий салют на честь вооруженных сил Украины. Российские военкоры снова очень сильно благодарят и поминают горячими словами отечественных производителей РЭП-систем и старого кремлевского черта, у которого все идет по плану. Смотрите до конца. Просто по плану. Вот по графику. Такого видео вы еще не видели. На кадрах видно, как один украинский дрон камикадзе зафиксировал в небе момент утилизации вражеского БПЛА-разведчика другим украинским дроном. Видео разместил у себя в телеграм-канале Сергей Стерненко. Это просто шедевральные кадры. Смотрите до конца. Дроны противника, как мухи просто летают над головой. Все это известно. Воины подразделения Ронина из состава 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ утилизировали российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган».
Операторы беспилотных систем Ронины обнаружили позицию с замаскированной реактивной установкой, вкопанной в капонир в посадке вблизи передовой. Это странное и рискованное решение по размещению ценной артиллерийской системы не помогло оккупантам и привело к ее потере в результате поражения украинским FPV-дроном. Огненный сюрприз от ВСУ был доставлен точно по адресу и без предупреждения. Жалоб от получателей не поступало. Никто из хороших людей не пострадал. Все. Потерь в вооруженных силах России нет. Сегодня в Чечне, а конкретно, на территории Грозненского района было совершено нападение на военный грузовик «Урал» вооруженных сил России. В результате атаки, по меньшей мере 3 российских военных мгновенно прекратили жить. Партизаны-повстанцы совершили нападение из засады и покинули ее, пока их разыскивают. Также хотим сообщить, что партизаны движения АТЭШ мобилизируются в ряды армии России. Об этом они написали в своем телеграм-канале. Далее цитата. Впервые с начала полномасштабной войны оккупанты открыто начали призыв на срочную службу украинцев на недавно оккупированных территориях Украины. Агенты нашего движения воспользовались этим и самостоятельно пошли в военкоматы. Это поможет нам проводить операции непосредственно внутри воинских частей, а также добывать больше актуальной информации. Конец цитаты. Ссылка на телеграм-канал движения АТЭШ будет в описании. Сейчас вы впервые увидите необычный способ утилизации в воздухе российского БПЛА «Зала». Такого вы еще не видели. Украинский FPV «Камикадзе», подлетев к дрону кремлевских нацистов, не взорвал его в воздухе, а сел ему на корпус. Вцепился как коршун и потащил вражеский дрон на землю. Таким образом, украинцы затрофеили совершенно невредимый российский БПЛА-разведчик. Примечательно, что в этот момент «Зала» наводил на цель ланцет, который тоже рухнул на землю, утратив связь с «Зала». Как потом выяснилось, у украинского дрона не сработало взрывное устройство. Но и без него эффект получился не менее значимый. Впервые в мире в ходе воздушного боя дрон захватил в плен беспилотник неприятеля. Это удар в спину. Агент движения АТЭШ обнаружил склад боеприпасов оккупантов в Запорожской области. Вот что данная организация написала на своей странице в Телеграм. Цитата. Агент нашего движения из населенного пункта Урзув, Запорожской области, обнаружил колонну военной техники российской армии на марше. В результате слежки он раскрыл замаскированный склад боеприпасов, который находится глубоко в области. Кроме самого склада было обнаружено 4 единицы техники, среди которых БМП-2, а также небольшое подразделение войск, которые охраняют указанный склад. На счету этого агента ряд успешных заданий, которые ослабили группировку войск рашистов. Вся информация была оперативно передана силам обороны Украины, а фото и видео публикуются лишь с одобрения украинских военных, убедившись, что это не нанесет вред нашему агенту. Конец цитаты. Ссылка на контакты движения АТЭШ будет в описании. Ура! Это кадры работы одного из штурмовых подразделений ВСУ, которые и показали данное видео. Задача была выбить врага из очень важной позиции. Украинские воины пошли, так сказать, по-наглому, по-светлому, обошли с тыла вражескую позицию, бесшумно приблизились к норам, в которых сидели ничего не подозревающие оккупанты. В ходе молниеносной работы наших воинов все враги прекратили жить. Позиция перешла под украинский контроль. Штурмовики заняли ее, дождались свою пехоту и вышли без потерь. Примечателен тот факт, что со слов командира нашего штурмового подразделения, это был первый выход для данной группы, и они все справились на отлично. Не забывайте постоянно помогать нашим силам обороны.